Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хочу немножечко с вами прогуляться по одному из моих любимых сайтов. Это парижский сайт, на котором продается модная одежда. Меня, конечно, как вязальщицу интересует одежда, связанная на спицах, да? И вот именно фабричная, конечно, модель мы будем рассматривать, но их вполне по силам повторить на спицах. В 2016 году Жанна Дамас создала Руже. Это линия одежды и аксессуары. В целом ее коллекции насыщены очень женственностью и имеют такой некий, присущий только французам, особый вкус. Я так понимаю, это офис, где сидят дизайнеры, работающие над различными моделями, да. Конечно, помимо того, что здесь разрабатывают вязаные коллекции, здесь, конечно же, идут коллекции и просто одежды сшитой. И, в общем-то, интересно очень это все выглядит. То есть у них свой дизайнерский центр. Причем и сами же они и шьют свою одежду. Ну, а мы сегодня будем с вами рассматривать именно вязаные модели, которые мне больше всего приглянулись и которые вполне можно связать спицами. И вот первая модель, которая меня заинтересовала, вот такой жакет, весьма оригинальный, в классическом стиле выполненный. То есть у нас здесь идут классический вариант кроя, рукав с окатом, немножко присборенный, видите, да, пышный вот здесь на плечах. Давайте посмотрим эту модель более приближенно. Очень красивый узор, который часто мы видим применяется в вязании, отнюдь не какая-то там диковина, да. Очень красиво смотрится, весьма красиво сидит. В общем, одни комментарии добрые, хорошие у меня по этой модельке. И его по силам связать вязальщицам среднего уровня. Может быть, даже и новички вполне осилят при грамотной подаче материала, да. То есть я обязательно хочу сделать видеопроект по данной модельке. Мне она очень нравится. Так, дорогие, давайте посмотрим, что еще нам предлагает данный магазинчик. Следующая парижская красота – это вот такой жакет с вышивкой. На фоне обычной, сейчас скажу, девочки, какая-то гладь, изнаночной глади у нас с вами вот такие красивые оригинальные цветочки. Мне нравится эта тема тем, что это выглядит довольно изящно и эстетично. Красивая модель заслуживает внимания, на мой взгляд. К тому же у меня уже была такая модель из тоже с такой темой, как вышивка, да, то есть эти цветочки вышиваются тем же самым способом, который я вам уже показывала на своем канале, такой путем накручивания нити на иглу, да, очень интересная модель. Представляете, вяжется совсем легко, и главная особенность такая интересная, это вот эти крошечные и очень мило смотрящиеся цветочки вышитые. Я считаю, что модель заслуживает внимания. Опять-таки у нас классический крой, удлиненная, видите, манжета узкая, здесь очень пышно идет. И, в общем-то, вяжется довольно просто. Давайте полистаем эту модель. Видите, опять-таки у нас рукавчик немного присборен фонариком, но это опять-таки на любителя. Это можно как бы тем, кому не идет такой вариант, могут сделать просто обычную классику с окатом, без вот этих присбориваний. Поэтому мне очень-очень-очень импонирует данная модель. Я обязательно ее бы связала. Классика, в принципе, идет всем, согласитесь. Так, давайте посмотрим следующую модель. Француженки нам тут советуют. Следующая модель – это узоры с косами, джемпер, свободный крой, спущенный рукав, да, у нас идет в двух цветах представлено. Я, кстати, не заостряю внимание на цене, да, вы видите, 195 евро.
Ну, довольно такая ощутимая цена для нашего восприятия российского, да. Итак, смотрите, косы классические, араны, да. Мы много раз вязали с вами этот центральный элемент, бабочка называется в аранском вязании. Здесь обычные жгуты. В принципе, модель интересна именно тем, что у нее такие витиеватые узоры. И, в общем-то, мы такие с вами на канале много раз разбирали. Ничего сложного, можно составить описание по данной модели. Очень красивый вариант. Смотрите, рукав какой идет с ромбиком, просто заглядением. Хороший вариант. Кстати, вот с этими цветными лосинами, такой неожиданный, да, нам совет дают дизайнеры. Сочетание однотонного свитера, джемпера, да, и цветных лосин. Ну, наверное, интересно смотрится, да, хорошо смотрится, в принципе. Хорошая модель. Вот узор еще приближаю вам, девочки. Интересная модель. Можно заинтересоваться и повторить. Эта модель кардигана мне очень тоже импонирует, с вышивкой. Я вообще люблю какие-то вот такие, знаете, модели, которые ни на что не похожи. Да? Вот этот вариант с вышивкой мне очень симпатизирует, с карманчиком. Опять-таки используются не очень броские мотивы с косами, такие, знаете, да, вдоль идут. Симпатично смотрятся. Рукав у нас идет реглан. Посмотрите, какая милая получается в целом картина, да, кардигана. Возможно, кто-то воспользуется и свяжет себе такую модель. Конечно, у нее заоблачная цена, я бы так сказала. Вы видели на... Ой, вот по спинке как хорошо смотрится. Можно вышивку опустить и просто связать вот такой вот красивый вариант узора. Опять-таки идет бабочка, и с двух сторон опять-таки идут жгуты. Красиво, очень красиво смотрится, оригинально, рукав реглан, да. Прекрасная модель, на мой взгляд, девочки. Вот вышивку нам показывает, укрупненный вариант. И здесь вот видны эти жгуты, как они у нас тут перекрещиваются. Кто умеет вышивать, не составит труда, конечно же, вот это воспользоваться этой идеей. И в целом вот так смотрится довольно симпатично, довольно интересно, на мой взгляд. Модель заслуживает внимания. Лоск, шик, красота. И модель, на которой я хотела бы остановиться, наверное, в своем показе, это вот эта модель с косами. Центральная идет бабочка у нас, центральная. Смотрите, очень тоже довольно просто вяжется. На фоне изнаночной глади у нас вяжутся вот такие красивые жгуты. Причем здесь вообще нет никаких сложностей. Единственная особенность – это пушистая пряжа. Такая, знаете, такой вариант крупной вязки, я бы так сказала. Тоже у нас идет рукав фонариком. Но, по-моему, даже сейчас давайте посмотрим. Вариант у нас какой-то укороченный, что ли, рукав 3/4, не пойму, или так собранный. Давайте посмотрим. Да нет, он, наверное, полноценный рукав. Хорошо смотрится. Центральная вот эта коса симпатично смотрится. Хотелось посмотреть по спинке, как это выглядит. Немножечко спущенный у нас идет рукав. Но, в общем-то, по спинке нам не показывает эту модель. Я думаю, что там тоже идет такая же коса. Довольно легко связать эту косу. Очень интересно она вяжется. Мы много раз такое вязали на канале. У меня много. Нет, по спинке нет. Ну, будем предполагать, что там тоже такая же коса, очень даже в тему будет. И немножко вот такое приспущенное плечо получается. Модель тоже интересная. Заметьте, у них у всех длина такая, знаете, укороченный вариант, молодежный. Но если на возраст постарше вязать, то, конечно же, надо, наверное, длиннее сделать. Это мое личное мнение. Я бы себе длиннее сделала. Кстати, заслуживает внимания моделька. Не хотела показывать эту модель, но все же решила показать. 165 евро стоит. Посмотрите, это у нас с вами жакет.
с полупатентной резинкой выполненной. И вот здесь такие у нас идут интересные узоры, мотивы в виде елочки. Ну, модель тоже заслуживает внимания. Пушистая пряжа у нас используется, крупная вязка. Здесь, в принципе, идет классика. Ну, так, знаете, на любителя. Я бы, наверное, не стала бы такой вязать. Но те, кто любит минимализм, да, в принципе, модель как раз для таких любителей.